Меня зовут Баба Нина, и говорят, что сегодня будет перезагрузка моего образа. Надеюсь, выйдут клевые аутфиты, и зрители не будут говорить, что это... Как там? Кринж. Конечно, не будут, потому что сегодня стильно делать эту прекрасную бабулю буду я. Я знаю то, что очень многие привыкли видеть бабушек вот такими, или же вот такими. Наши светские бабулечки на лавочках. Но вы знали то, что существует и параллельный мир стильных бабушек? И они могут выглядеть вот так и даже вот так. Если вы думаете, что это как-то сложно сохранять в таком возрасте свой стиль, то прошу прощения, но вы ошибаетесь. Что я заметила в последнее время, сейчас все больше и больше пожилые люди начинают активно вести социальные сети, становиться моделями, и также многие пожилые люди сотрудничают с крупными брендами. Сегодня я решила сделать такой, можно сказать, разбор-прикол, так что будем с вами обучаться в легкости. Давайте разберем на примере этой прекрасной бабули, как можно собрать образы с нуля самых простых вещей. Если вам понравится данный формат, обязательно дайте мне знать об этом своим лайком. Сегодняшним роликом мне помогал искусственный интеллект, я генерировала все картинки там, все наряды на бабушке я примеряла именно там. Я реально провела с этой бабушкой какую-то тотальную перезагрузку по стилю, поэтому поддержите меня, пожалуйста. Итак, смотрим, что мы имеем сейчас, да, и начинаем с вами строить образ. Итак, посмотрите на нашу прекрасную бабулечку. Простенький такой вид, какие-то простенькие балеточки. Обычный вид советской бабушки, да, но тут я бы сказала, что она еще за собой следит, там какие-то есть украшеницы, да. Начинаем с вами строить образы, основываясь на стилистические настроения. Первое стилистическое настроение у нас, давайте мы не будем с вами что-то там изобретать, давайте попробуем самого простого, возьмем с вами минимализм. Ну, конечно же, как обычно, разбавим это все аксессуарами, и будем опять же усложнять, и возьмем обычную белую рубашку, и к ней подберем, да, какой-то низ. Не будем оголять наши ножки, потому что все же возраст. Возьмем с вами, естественно, брюки. Можно взять либо обычные классические, либо же взять, допустим, кожаные, объемные. Вот такой прекрасный результат у нас получился. Конечно же, я это все шлифанула аксессуарами, и получилось достаточно уже хорошо, да. Мы видим, что у нас, да, все рубашки свободные. Мы забываем про вот эти вот рубашечки для пятиклашек, приталенные, только свободный крой. Получилось достаточно хорошо, поэтому давайте посмотрим, как он справится дальше. Итак, следующее настроение, пускай у нас будет такое более молодежная. Хочется мне сделать ей такой образ с творческим подтекстом. Я хочу на нее смотреть и понимать, что этот человек либо работает там с камерой, либо же там что-то кино, режиссирование, искусство, да, возможно, художник, в общем, чтобы у меня были такие ассоциации. Возьмем обычную белую футболку. Знаете, что я знаю, как творческие люди много двигаются, поэтому нам важна свобода. Возьмем бэги, широкие джинсы. Куда же без них, конечно же. Хочу сюда также добавить, что творческие люди обычно часто находятся в холодных помещениях, это реально факт. Я заметила такую закономерность, поэтому мы возьмем сверху что-то надеть. Легкое черное длинное пальто, я думаю, сюда идеально подойдет. Все хорошо, все замечательно, но чего-то не хватает, чего-то необычного, чего-то акцентного, поэтому мы с вами возьмем какой-то, да, объемный шарф. У меня почему-то ассоциация прям объемные шарфы равно творческий человек. Не знаю, почему так, но почему-то именно творческие люди у меня встречались с объемным шарфом. Мы забыли, что это должно быть что-то молодежное, поэтому давайте добавим, допустим, кепку под цвет пальто. У нас есть черная кепка, черное пальто, тогда добавляем черные ботинки и глянем, что вышло. Знаете, что я вам скажу? Мне очень нравится, и смотря на этот образ, у меня складывается картинка, что этот человек занимается творческой профессией. А как вам? Третье настроение. Хочу сделать такой более гламурный, более фэшенебельный, такой прям, знаете, фэшн-дивой. Вы здесь точно офигеете с результата, потому что когда я увидела, я была 100% довольна, я даже не стала перегенерировать вот это вот все. И давайте договоримся, если вам понравится результат, то вы обязательно поставите лайк. Ну а если нет, то в комментариях вы можете обязательно написать, какая вещь, по вашему мнению, лишняя. Поехали, строим образ. Давайте для начала с вами представим портрет фэшн-дивы. Какие-то объемные, классные, большие фактурные очки, блестки, это почему-то пайетки, это почему-то вот такой шик, гламур, какие-то придурочные вещи, я не знаю, это может быть меха, либо какие-то шубы дурацкие, цветные, что-то такое. Я думаю, от этого и будем отталкиваться. Давайте возьмем какую-то пушистую шубу необычного цвета. Как я говорила, добавим какие-то яркие гигантские очки. Дабы разбавить этот весь карнавал, надо добавить сюда какую-то простую кофту, либо же какой-то более простой лонгслив, либо же вообще к этой дурацкой шубе добавить какую-то придурочную толстовку, либо же придурочную какую-то футболку с надписью. И как-то все это еще замиксовать с юбкой из пайеток. Да, блестяще. Ну что ж, вы готовы к результату, вы готовы это увидеть. И получился вот такой вот результат. Честно, мне очень нравится. Все это супер мэчится, вот это вот сочетание цветов.
на эту тему я тоже делаю ролики. Так, у меня следующее настроение — отправить эту прекрасную бабулечку куда-нибудь погулять с подружками. И сразу строим ассоциацию. Так, погулять с подружкой нам, значит, тоже нужен, опять же, свободный крой. Не знаю, как вы, а, допустим, я очень люблю такие similar образы, когда вы с подружкой наряжаетесь как-то очень похожи или даже бывает одинаково. Я считаю, что это просто замечательно, поэтому давайте какие-то вот такие похожие образы и составим. Не будем здесь слишком что-то выдумывать. Опять же, расслабленные джинсы возьмем в первую очередь. Вспоминаем, что мы будем очень много гулять, поэтому нам важна удобная обувь, но возьмем не обычные кроссовки, да, а какие-нибудь лоферы либо балетки. Возьмем рубашку, футболку, либо же, допустим, какой-то легкий оверсайз пиджак и, ну, естественно, да, шопинг с подружкой, куда же без него. Нужна огромная большая сумка. И вот такие фэшн-дивы отправляются сегодня на прогулку. Я считаю, что сумки просто бомбезные. Ну вот кто не хочет такого размера сумку Биркин, скажите мне. Цветом мы немного поигрались, поэтому давайте посоставляем немного монохромных образов. Давайте возьмем такое настроение более минималистичное, более у нас будет такой элегантный стиль. Поэтому начнем, наверное, с бежевой блузки однотонной, но не такой, как на бабулечке, да, а более современнее. Возьмем какие-то, может, летящие, расклешенные сюда штаны, да. Мы должны сделать такой элегантный, деловой, но не переборщить. Добавляем легкий низ и, естественно, можно добавить что-то сверху, какую-то накидку. Давайте добавим без рукавов, чтобы опять же добавить легкости, потому что у нас такие штанишки немножко легкие. Лук выглядит окей, но мне, как обычно, не хватает аксессуаров, поэтому куда же без них. Давайте добавим акцентные большие золотые браслеты, чтобы сразу было видно у женщины свое шато где-нибудь в Италии. Такие два результата мне выдал искусственный интеллект, и, если честно, мне нравится второй вариант намного больше, потому что первый вариант, ну, как-то немного непонятно, он тут что-то нахероборил с браслетами, поэтому я считаю, что второй вариант все же остается моим фаворитом. Переходим к следующему настроению. У нас все так же остается монохром, но давайте его сделаем таким более деловым. Возьмем, давайте, бежевую водолазку, либо же белую рубашку, да, к этому всему делу, конечно же, так как мы деловая дама, у нас должен быть кофеечек, какие-то классические штаны, и вот такие результаты у нас получились, честно скажу, ну, скучновато, да, вышла дамочка в собес, кофеечек забежала купить, ну и все. Давайте, короче, мы с вами это все опять зааксессуарим, добавим какой-то более необычный верх, да, хочется такой верх более необычного кроя, чтобы прям было смешивание стилей, все как я люблю. Добавим каких-то крупных украшений и сделаем этот образ более дороже. Поменяем текстуру ткани, значит, что? Меняем на шелк. И тогда вот это все будет выглядеть вот так. Не спрашиваем про прическу, искусственный интеллект решил, что не нужно ничего с ней делать, хотя в вашем имидже это очень важная вещь. Не забывайте, пожалуйста, так же, как у вас прическа уложена, так же, как вы накрашены, потому что весь ваш образ, это все вы, вплоть до маникюра, поэтому, пожалуйста, очень внимательны с этим моментом. И посмотрите, как здесь очень хорошо встали и сыграли аксессуары, да, и уже деловой монохром смотрится как-то, как я люблю говорить, это вкуснее и дороже. Ну а если вы до сих пор не можете найти свой стиль, не знаете, как вот так строить образы с нуля и уже иметь видение, вообще не имеете понятия, что такое разбор гардероба, то для вас я оставила где-то вот здесь видеоурок, и вы можете научиться всему этому сами. Но мы с вами продолжаем. Те, кто досмотрел сейчас до конца, вы огромные молодцы, потому что сейчас начинается самое интересное. Мы будем строить образы на основе моего стиля. Хочется бабулечке добавить грубости, хочется ей добавить стрита, ей хочется добавить дерзости, крутости, короче, все в моем стильке. Почему, когда я строю образ, я вам показываю обычные простые вещи, типа там, ой, белая футболочка простая. Мне нет смысла вам сейчас объяснять сложные вещи, и строя образ от обычной базы, тем самым вы сейчас по чуть-чуть насматриваетесь, начинаете практиковаться, и по чуть-чуть у вас увеличивается насмотренность. Поэтому давайте мы не будем с вами, да, говорить на сложном языке, а будем строить от простых вещей. Берем с вами опять гигантскую белую рубашку, куда же без нее, да, так как у нас с вами стрит, дерзость, крутость. Вниз я хочу к этой большой рубашке добавить почему-то большую широченную такую юбку. И вот сейчас для кого-то будет странно, но я захотела добавить многослойности и добавила под низ этой юбки кожаные штаны. Сюда также идут грубые ботинки. Сверху добавим вот джинсы хочется, такой, знаете, прям огроменный, чтобы эта бабуля пошла и в чулане своего где-то подспи. И вот такой прекрасный образ у нас с вами получился. Я у искусственного интеллекта попросила добавить яркую сумку, но он понял это буквально. На самом деле она, если честно, мне сюда не очень встает, но я бы заменила эту сумку на подобную. 8-е настроение, Total Black образ. Я без Total Black образов, поэтому давайте начнем. Итак, конечно же, я хочу сюда
сюда добавить длинное фактурное черное пальто, но чтобы прям в пол. Сюда также я хочу добавить черные кожаные перчатки, хочу прям кожи гранжа добавить. И сюда же пойдет объемная сумка. И такая мама-мафия у нас вышла. Честно, смотря на эту картинку, мне складывается впечатление, что у нее в сумке минимум $1 миллион. Но опасная дама, опасная, честно. Я бы хотела такой быть бабулей. И буду. Следующее настроение очень интересно называется, потому что я называю его No Gender Style. И что же туда входит? Туда я отношу все, что касается мужской эстетики. Это костюмы, это пиджаки с мужского плеча, это какие-то оверсайз рубашки, это бэги джинсы. Все, что касается мужского кроя, это вот No Gender Style. Я называю его так. Ну и давайте мы с вами составим здесь два образа. Первый образ у нас будет более легкий. Возьмем белые брюки, пиджак, да, тоже дедовский с мужского плеча. Возьмем обычную классическую белую футболку и возьмем сандалии, так как мы играемся здесь и с грубостью, и с легкостью. Ботинки и что-то подобное сюда не пойдет, поэтому сандалии, но грубые сандалии сюда вообще очень уместно встанут. Ну и второй образ я бы создала с Total, наверное, каким-то мужским костюмом. Я бы сюда еще добавила и использовала бы модный прием, кстати, который я очень люблю. Это водолазка плюс рубашка. И посмотрите, как мужской костюм, да, нашу героиню омолодил. В общем, два таких образа интересных получились. Один более строгий, другой более расслабленный. Смотря вот на второй образ, у меня складывается впечатление, будто она работает каким-то там, не знаю, журналистом, в общем, что-то связанное с журналами, с печатью, с книгами, вот что-то такое. Я хочу сегодня эту бабушку сделать реально рокершей, ну вот такое вот у меня настроение. Почему? Потому что, если честно, когда я вижу пожилых людей, которые развивают себя в стиле, в таком очень смелом, у меня прям душа радуется. Вот это я называю мода с характером. Ну и давайте составлять образ, давайте тоже не будем сильно тут выпендриваться, возьмем по классике клетчатую рубашку. Бабушка-рокер, это у меня сразу ассоциация почему-то с какими-то крутыми аксессуарами, и рокерство у меня тоже ассоциируется с кожей, какими-то браслетами, поэтому давайте возьмем кожаные браслеты. Конечно же, рваные джинсы, куда же без них. И я, наверное, первый раз у ИИ попросила сделать прическу, давайте ей завяжем пучок, возьмем какие-то объемные серьги. Вот такой прекрасный результат у нас получился. Честно, я в шоке, и как же круто она выглядит. Я бы хотела, чтобы моя бабуля так выглядела, это просто чудесно. Да, это не высокая мода, да, это очень по-простому, но насколько это, вы знаете, совместить несовместимое. Вы думали, у меня есть только удачные варианты? Нет, у меня также есть и неудачные, но мы не будем рассматривать их 1500 штук. Здесь в первом образе я попросила сделать элегантный монохромный стиль, и сейчас я объясню, почему это неудачно и удачно одновременно. Мне очень нравится это фактурное платье, мы смотрим на него, видим вязаный крой, с бабушкой очень классно мэчится, эти ботфорты мэчатся с сумкой. Но что же здесь не так, как вы думаете? Обратим внимание, что у нас платье простого кроя, и так как у нас уже есть такой достаточно большой акцент в виде объемных рукавов, то нам нахрен не нужен здесь вот этот вот объемный воротник. То есть если бы его убрать, то уже образ смотрится как-то прилично. Следующий образ, очень интересная вариация спортшика. Мне нравится этот глубокий красный, который сочетается с цветом индиго. Мне нравятся эти кроссовки, мне нравятся эти колготочки, юбка. Все круто, но слишком объемные перчатки, неуместная сумка и длина бомбера не мэчится вообще с этой кофтой, поэтому дизлайк. Лично я считаю, что мода не имеет пола и возраста, и радовать себя, наряжаясь стильным образом, можно хоть 80 лет. Ну и да, и вообще не только стильно одеваться можно 80 лет, можно все что угодно. Путешествовать, быть моделью, строить бизнес, карьеру, вести блог. Кстати, я хочу вам также уже по привычке показать и вдохновить вас одним примером. Эта женщина была кардиологом, но в итоге она стала сетевым предпринимателем, и посмотрите просто на ее жизнь. Она ведет блог, она кайфует себя, со своей жизни, она попадает на обложки журналов, она пишет какие-то посты, она стильно одевается, прокачивает себя. Так что, мои дорогие, все в ваших руках. Напишите в комментариях цифру, какой образ подошел нашей сегодняшней героине больше всего. Всем бай, с вами была Лика, бай.